Именно здесь, 26 апреля 1986 года, произошла одна из крупнейших в мировой истории техногенных катастроф. По статистике, только за первые 2 десятилетия после Чернобыльской трагедии пострадало около 2,5 миллионов человек, из которых свыше 120 тысяч сейчас инвалиды. Вот на этих улицах только через 36 часов после катастрофы началась эвакуация жителей города Припять. В первые дни было эвакуировано население 10-километровой зоны. Затем эвакуация распространилась на 30 километров. В результате аварии и сельскохозяйственного назначения было выведено около 5 миллионов гектар земель. Вокруг атомной электростанции создана зона отчуждения. Уничтожены и захоронены 94 населенных пункта. Пожалуй, это единственное в мире место, из которого не стоит привозить сувениры. В городах основная часть опасных веществ накапливалась на ровных участках поверхности, на лужайках, дорогах и крышах. Под воздействием ветра и дождей, а также в результате деятельности людей, степень загрязнения сильно снизилась. И сейчас уровень радиации в большинстве мест вернулись к фоновым значениям. В сельскохозяйственных областях в первые месяцы радиоактивные вещества осаждались на листьях растений и на траве. Поэтому заражению подвергалось травоядные животные. Затем радионуклиды вместе с дождем или опавшими листьями попали в почву. И сейчас они поступают в растения в основном через корневую систему. Уровни загрязнения в таких районах значительно снизились, однако в некоторых регионах количество цезия все еще может превышать допустимые значения. Значительному загрязнению подверглись леса. Из-за того, что в лесной экосистеме цезий постоянно рециркулирует, а не выводится из нее, уровень загрязнения лесных продуктов, таких как грибы, ягоды и дичь, остаются опасными. Уровень загрязнения рек и большинства озер в настоящее время низкий. Однако в некоторых изолированных водоемах концентрация цезия в воде и рыбе еще в течение десятилетий может представлять опасность для здоровья людей.
Удивительно, как быстро природа берет свое. Уже через тысячи лет археологи будущего будут ломать голову над тем, куда ушли люди, почему все оставили в своих домах. Нам же нужно оградить себя от атомной энергии, иначе нашим потомкам придется осваивать другие территории для жизни. И этому уже есть примеры. Я же возвращаюсь обратно в цивилизацию, но ненадолго. Мы скоро снова увидимся в моем мире, в мире дикой природы.